Здравствуйте, с вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня у нас будет тест отпускной из Таиланда, из провинции Краби, из города Краби, где-то здесь недалеко, я не очень хорошо ориентируюсь. И забегая вперед, скажу, что сразу я стараюсь в отпусках ничего не снимать, потому что это всегда получается как бы скомканно, как бы не очень хорошо, не очень качественно, много чего теряется. Но Таиланд настолько мотоциклетная страна, и здесь все настолько плотно подвязано на двухколесную, трехколесную технику, что не рассказать про эту технику и вообще про жизнь этой страны у меня совсем никак не получилось, поэтому снимаем. Заранее извиняюсь за качество, что-нибудь прощелкаем, где-нибудь убежит звук, где-нибудь что-нибудь пойдет обязательно не так, так всегда бывает. Совершенно не ориентируюсь в локациях, но в качестве компенсации постараюсь вам показать, как вообще живет Таиланд, на чем здесь ездит. Самое главное, как ездит, это все очень интересно. Вот просто представьте себе количество мотоциклов, что они уже в два ряда припаркованы скутеров. Это же просто ужас. А сегодня у нас на тесте мотоцикл Yamaha XSR 155. 155 это такая таиландская версия для таиландского рынка. Она попроще и она подешевле. В Европе есть такой же мотоцикл с индексом 125. 125 кубиков у него мотор. И он уже по экологии пролезает, там уже есть АБС, он более дорогой, более сложный и с меньшим мотором. Здесь мотора чуть-чуть побольше, но зато здесь, например, нет АБС. И самое главное, стоимость этого мотоцикла, я вот специально посмотрел, около 3000 евро. Можете посчитать, сколько это стоит в России. Ну, примерно 300 тысяч рублей, наверное, могло бы стоить. Сколько он в России стоит по факту, даже боюсь предположить, наверняка все 600. Вот, и мотоцикл, он простенький-простенький, и этим он интересен, поэтому давайте-ка с ним познакомимся. Вообще, как по мне, это такая немножко замена UBR 125, потому что UBR, как вы знаете, он вообще древний, там все совсем сделано просто. А эта модель, она как бы примерно в той же самой кубатуре играет почти, но она прям ощущается мотоциклом, ощущается относительно взрослым мотоциклом и по виду, и на ходу. И сделано он с точки зрения дизайна вообще замечательно. Мне очень нравится вот это седло. Понятно, что это винил, но он как бы немножко состаренный, как такая вытершаяся кожа с такими проплавленными прострочками. То есть это не нитками сделано, а как бы горячим каким-то колесиком. Очень красиво, типа стеганое седло. И при этом практично. Мне нравится, как это выглядит. Офигительно. То же самое про бензобак. Это не прям утилитарная емкость для топлива. Здесь попытались поиграть в дизайн. Здесь какие-то пластиковые накладки и по бокам, и сверху, и красивая пробка. И такой вот он весь хвост у него чистый, без лишнего пластика, без лишнего ничего. Вот прям как будто он немножечко такой, не скажу, что в кофе-рейсинг, но немножко вот ностальгические нотки, кстати, как и все семейство XSR. Но если вы помните, все семейство XSR ямаховское. Это когда мы взяли современный мотоцикл МТ-09, МТ-07 и как бы одели его в такой ретро-футуризм. Не всегда удачно, мне, честно говоря, не очень нравится, что у них получается с дизайном, по крайней мере, до последних лет. Вот здесь нет, мотоцикл прям очень сбалансированный, гармоничный, очень хорошо выглядит, классно смотрится вот этот круглый фонарик, анахроничные ретро-поворотники с лампами накаливания, фонарик уже светодиодный. Вот, и все это довольно-таки просто сделано. Фара, опять же, вот она такая круглая, простая, но внутри уже тоже светодиодики с поперечинкой. Все как мы любим, красиво, современно. И я повторюсь, вот в целом мотоцикл выглядит очень живым, таким интересным, сочным. И для вот таких таиландских путешествий он подходит прям очень и очень хорошо. Ну, еще очень интересное наблюдение. Экипировка здесь используется только туристами, и то потому, что их надрессировали их кровавые режимы. А все местные белые люди, ну, в лучшем случае из экипировки используют какую-нибудь велошапочку. Вот. Не принято. Вообще никакой экип не принят.
И очень интересное наблюдение в связи с этим, что я сколько уже тут, 3 недели, я не видел ни одной аварии, ни маленькой, ни большой. То есть вот экипа нет, но все ездят медленно, довольно аккуратно, по сторонам смотрят, не гоняют. И в итоге получается, как бы да, экипа нет, вот посмотри, и детей маленьких возят, и грудных, кто как. И там он может одной рукой телефон держать, болтать, что угодно. Но при этом я первый раз, когда увидел этот ужас, у меня был вопрос, как они систематизировали вот это, ну, как бы трупы в морге, там какой-то конвейер есть или как вообще? Тут же должна быть вообще адская смертность. Но ничего подобного, я вот такого ничего не наблюдаю, наоборот, как-то очень даже безопасно и комфортно. Хотя я, например, езжу в шлеме, потому что я уже без шлема не могу. У меня уже, как у собаки Павлова, на лампочку начинает течь слюна. И вот у меня ну не могу на мотоцикле без шлема, некомфортно. А в кроссовках могу, как свободный человек. Что касается габаритов, снаряженная масса этого мотоцикла 134 килограмма, высота по седлу 810 миллиметров, и если я не ошибаюсь, топливный бак здесь около 10 литров. Рама стальная, изготовлена одной деталью с подрамником. Очень красивые вот эти вот штампованные элементы. И это сделано не так, как на UBR, который был нарочито дешевым, нарочито утилитарным. Здесь прям мотоцикл, вот он уже взрослый, он уже большой, и он уже хочет казаться дорогим, хотя таковым по сути не является. Подвеска передняя простая, телескопическая вилка перевернутого типа без регулировок. Сзади стоит моноамортизатор, работающий через рычаги прогрессивной характеристики. И есть у него регулировка преднатяга пружины. Что касается тормозных механизмов, тормоза здесь архипростые. Никакой электроники, никакого АБС. Один диск спереди, один диск сзади. Спереди двухпоршневой плавающий суппорт. Сзади, сейчас я вам скажу, что тут стоит. Сзади здесь стоит однопоршневой плавающий суппорт. То есть вот совсем дешево и сердито. Еще здесь есть тормоза. Тормоза прям слабенькие и совсем невнятные. Вот, тормозит вдвоем нормально. Ну, вдвоем уже, кстати, прям вот тяжело. С пассажиркой, с крупногабаритной европейской тормозишь уже прям в натяг. Уже быстро не поедешь, потому что чувствуешь, что тормоза работают на пределе. Ну, или близко к нему. Вот, а одному вот 110 килограмм в принципе хватает. Не могу пожаловаться, жалуюсь только на то, что обратной связи нет. И, это очень важно, нет АБС-ки. Мы уже все-таки в 25-м году, это, кстати, первый тест, который я снимаю в 25-м году на Мотоэксперте, с чем вас всех и поздравляю. В 25-м году от любого мотоцикла уже ждешь АБС-ку хотя бы спереди. Уже как-то без АБС-ки, ну вообще не камильфо, и в Европе у него есть это АБС. Она его делает значительно дороже, но все-таки нужно. Все-таки нужно, и под АБС нужен суппорт помощнее, более цепкий, более большой, более крупный. Вот, в остальном ок. Что касается управляемости, то здесь прям замечательно. Мотоцикл чувствуется легким, крутильной жесткости ему при том вполне себе хватает, то есть он не плавает. Вроде все просто, подвески простые, шасси простое, все сделано дешево, примитивно. А нет, очень даже комфортно. Вот, нормально он себя чувствует в повороте, нормально он держится в дуге, не играет. Ну, честно говоря, я очень доволен. То есть вот с поправкой на ценник, на очень простое шасси, на простые подвески, он сделан хорошо. В нем нет вот этой ямаховской, как в МТ-07, например, где там прям рама, у нее есть некоторая нежесткость, но она осознанная такая нежесткость, когда немножко мотоцикл играет, но правильно. В нем нет, если сравнивать, например, со 125-м КТМ Дюк, а он, может быть, кстати, и 150-й есть наверняка в Азии, пока не встречал здесь, но по-любому что-то такое есть. Вот на Дюке, на КТМе шасси прям как шпала, оно прям жесткое-жесткое, и подвески жесткие, иногда немножко противно. А здесь нет, здесь вот такой середнячок, ну, очень правильный середнячок, то есть он посередине, он не слишком жесткий, ты чувствуешь все-таки некоторую эластичность шасси, но он не такой, как взрослые мотоциклы, когда над этим прям работали. Он просто хороший, удобный, это вот тот мотоцикл, который вам нужен, чтобы ездить по каким-то восточно-азиатским странам.
вот, юго-восточным. В целом прикольно, мне нравится. Приборка читается плохо, вот это прямо раздражает. И она даже сейчас, уже солнце садится, все равно ее видно, но вот именно надо всматриваться. Как будто, может, у них от ультрафиолета, от их адского экран выгорел. Я не могу даже представить, что это может быть. Немножко раздражает, но совсем чуть-чуть. Вот, в остальном приятно, хорошо. Без откровений, без каких-то чудес, но когда тебе нужен мотоцикл, чтобы просто ездить, кайф. И даже, я думаю, по каким-нибудь российским городам, может быть, не очень большим, вот, с удовольствием. Выглядит классно, едет не хуже, стоит дешево. Ну, по крайней мере, должен стоить дешево. Вот, мне нравится, я очень доволен. Двигатель. А вот двигатель здесь не совсем такой, какой мы ждем от совсем бюджетного и дешевого мотоцикла. Здесь, конечно, один цилиндр, но уже с жидкостным охлаждением и с, разумеется, инжектором. Очень интересно, что размерность мотора практически квадратная. То есть здесь 58 диаметр цилиндра и ход поршня 58,7 мм, если я ничего не путаю. Рабочий объем 155,1 кубического сантиметра, и выдает этот мотор 19 лошадиных сил и 15 ньютон-метров крутящего момента. Прямо скажем, это совсем немного, то есть вот одному на нем ехать еще туда-сюда, вдвоем с пассажиром уже тяжеловато. Но очень важная фишка для мотоциклов такого класса: коробка передач здесь уже стоит шестиступенчатая, хотя в таком классе нередко встречаются и пятиступенчатые трансмиссии. Сцепление, разумеется, многодисковое, в масляной ванне, цепной привод, здесь все как у всех. Что хочется сказать про этот мотор? Мотоцикл вообще в целом, он сделан где-то здесь, что-то Таиланд, Индонезия, где-то рядышком, то есть это не японское производство, но при этом очень все аккуратно, все очень красиво. Мотоцикл не новый, мотоцикл уже такой побегавший в прокате, и при этом я не могу сказать, что он выглядит плохо. Вот он прям немножко такой, приятная усталость у него есть, он где-то уже немножко дребезжит, но мотор абсолютно сухой, абсолютно чистенький, все на прокладках, очень красивое литье, очень аккуратная сборка. Вот выглядит он как настоящий японец по тому, насколько он качественный и приятно сделан. Глушитель довольно-таки простой, черная труба, ничего сверхъестественного, все максимально бюджетно. Здесь пластиковая защита, абсолютно декоративная, но больше для того, чтобы ноги не обжечь. И, разумеется, все здесь прям просто-просто. Педали без регулировок, ну вот разве что подножки складываются. Вот. Таиландский рынок, азиатский, не европейский. Сразу уточним этот момент. Вот. Что сказать? Прикольный мотоцикл. Он прям прикольный. Я не скажу, что его прям вот хочется иметь. Но в своем классе он прям... Ну, просто потому, что 155-ка для меня, при всей моей любви к мотоциклам, это мало. Вот. Для Таиланда, да и даже для таиландских дорог, вроде все тихонечко-тихонечко, но есть где открутить вонючку, а откручивать здесь особо нечего. Но мы сейчас на нем ускоримся. Вот, сидеть прям комфортно, сидуха жестковато. Ну, это мелочи жизни, талия узкая, тут он расширяется. И прям вот он, ты сидишь, как будто минимум 300-ка, а то и 400-ка. Вот, и это прям чувствуется. Че, нет? Не проходите, ну ладно. Вот. Но потом откручиваешь газ, а там, блин, ничего не происходит. Он весь трясется. И без толку. Вот, бум. Он не супер динамичный, но хватает. Вот давайте сейчас прям остановимся и газанем. Что там? Раз. Все, остановились. И поехали. Сотка, 4-я передача, а там еще 5-я и 6-я.
Но вот у меня он больше 110 не едет подо мной. Но по передачам-то запас еще есть. То есть если здесь будет ехать какой-нибудь маленький тайландец такого подросткового размера, то я думаю, что и 120 он разгонится, а может и поболее. Вот, так-то тут есть куда ехать. Вот. Но для меня, конечно, маловато. Что еще? Еще он зудит. Вот на маленьких оборотах 4-5 тысяч еще приемлемо, а дальше начинается отвратительный зуд, от которого у вас все начинает чесаться в самых нескромных местах. И вибрации на руле, и на подножках, и на сидухе, везде. Мотор тут вообще жестко прикручен. И, надо сказать, не прям великолепно отбалансирован, хотя и не ужас-ужас. Вот. Коробочка четкая, сцепленница мягенькая. Я не скажу, что прям под один палец, вот под два комфортно, одним тяжеловато. Вот, и сцепление не очень внятное, но это еще можно немножко списать на то, что мотоцикл все-таки не первой свежести, 9600 у него пробега. Обкатка, конечно. Ну как обкатка? Не знаю, что для Таиланда 9600 километров, но выглядит он немножко подзамученным в целом. Вот, хотя состояние нормальное, приличное, не ушатанный. Посадка. Вот во мне 195 сантиметров, и я здесь сижу прям просторно. Очень хорошо коленки вписываются в выемки на баке. Ну, почти хорошо. Вот чуть-чуть я ребром коленку, чуть-чуть коленкой ощущаю это ребро, но совершенно это дискомфорта не доставляет. При этом он чуточку шире по баку, чем обычно одноцилиндровые мотоциклы. То есть, опять же, вот за счет этих пластиковых накладок на бак, пластикового фальшбака, получилось сделать ощущение, что здесь немножко мотоцикла больше, чем на самом деле есть. И вот мне супер комфортно сидеть за рулем, как на какой-нибудь 400-ке, а то и 600-ке. Но очень важный момент. Здесь стоит не родной вынос руля. То есть здесь стоят проставки под руль, специально, чтобы европейцу было комфортнее. На самом деле руль должен быть где-то вот здесь. И сидел бы я на нем с родным рулем примерно вот так. Ну, еще надо отметить, что таиландцы не могут жить без тюнинга. Поэтому здесь у нас уже тюненные рычаги, тюненные рукоятки, кронштейн для телефона. Я, честно говоря, больше люблю, когда все на стоке, но тем не менее. Что касается замка зажигания и приборной панели. Замок зажигания у нас установлен на топливном баке. И здесь еще есть такая шторка, я так понимаю, это какая-то азиатская фишка. Мы ее можем нажать, и у нас прикрутить ключом, и у нас личинка замка зажигания закроется, чтобы никто даже не мог ее попробовать расковырять. Что касается меню приборной панели. Приборная панель, сразу скажу, монохромная, очень маленькая, в таком классическом круглом корпусе. И это большая проблема, что она цифровая. И вот на солнышке она читается не всегда. Если в нее солнце лупит прямо в нее, как ни странно, она читается. А вот сейчас солнце светит как бы мне в лоб, и я на этой приборной панели должен прям всматриваться, чтобы что-нибудь там увидеть. И вижу я здесь уровень топлива, пробег, даже не знаю, общий или суточный. Вот он переключается. Значит, есть общий суточный пробег, средняя скорость, средний расход на часики и, собственно, 2 пробега плюс пробег суточный. Короче, нормально здесь все есть. Плюс тахометр ленточный, который я презираю, и плюс спидометр, плюс указатель выбранной передачи. В общем, несмотря на свои маленькие размеры, приборная панель супер информативная. Но то, что с читаемостью у нее большие проблемы, это факт, придется вам страдать. В остальном мотоцикл очень прикольный, очень интересный, мне прям понравился. Вот. И самое главное, что, по крайней мере, здесь он относительно доступный. И для соотношения цен я прям специально погуглил. Средняя зарплата в Таиланде, вот прям средняя по больнице, я понимаю, что везде отличается, но вот средняя по всей стране 400 евро в месяц. Мотоцикл стоит 3000 евро здесь, тоже в переводе с местной валюты из тайских бат на евро. Вот можете посчитать, сколько лет надо работать, чтобы такой мотоцикл купить. Единственное, у них здесь есть всякие беспроцентные рассрочки, какие-то очень дешевые кредиты, но вот даже таких маленьких мотоциклов на улице очень немного. В основном подавляющее большинство людей ездит на скутерах, на скутеретах, на мотороллерах,
на чем-то совсем маленьком и дешевом, вот на совсем дешевом. То есть даже 155-кубовый мотоцикл для среднего тайландца это дорого, при том, что он здесь стоит вдвое дешевле российского. Просто живите с этим и с этой информацией. В остальном абсолютный кайф, очень доволен, очень интересно и здесь довольно прикольно покататься. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!